Видите это? Лист мягкий, как тряпочка. И первая мысль, надо срочно полить эту орхидею. Но остановитесь. Если вы сделаете это сейчас, не проверив корни, вы просто добьете свою орхидею. Две орхидеи. Одну из этих орхидей надо срочно полить, а вторую орхидею категорически нельзя поливать. Почему? В чем разница? Начнем вот с этого сложного случая. Смотрите, здесь уже произошел некроз тканей. Видите, как выглядит этот лист. Да, мы орхидею, конечно, поддержим, мы ей поможем. Вот этот листик еще можно восстановить, некроз не произошел. Этот лист у нас замечательно восстановится. Здесь частично мы лист восстановим, этот же лист мы с вами уже не восстановим. Некроз тканей очень хорошо здесь виден. И почему ее нельзя спешить поливать? А я вам покажу. Это зависит от того, какая причина потери тургора. А вот здесь орхидею мы с вами полностью восстановим. Смотрите, листики мягкие, но они еще в тургоре немножко держатся, и здесь некроза тканей никакого нет. Вот эти листья мы с вами полностью восстановим. И эту орхидею как раз-то спешим полить. Какие причины? Две основные причины, почему орхидея теряет тургор листьев. Первая причина элементарная, простая, нарушение правил полива. Недополив орхидеи, сухой воздух, и орхидея от этого просто теряет тургор. Не хватает влаги этой орхидеи. Что надо сделать? Самое простое — полить. И сразу обращу внимание, смотрите на корни. Корни хорошие, в стадии роста. Их здесь достаточно для этого небольшого растения. Вот так выглядит орхидея, которую просто надо полить. И не забывать, главное ее поливать вовремя. Если сухой воздух, тогда мы с вами еще добавим опрыскивание. Переставляю ее в емкость глубокую для полива. И по краю горшка поливаю просто водой. Можно, конечно, дать ей в данном случае янтарную кислоту, можно давать и комплексное удобрение, можно полить просто водой. Мои предпочтения — это либо вода, либо вода с янтарной кислотой. Вот таким образом, чтобы орхидея наполовину постояла в этой водичке и напиталась. Учитывая небольшой размер горшка, здесь минут 10 будет у нас достаточно. Все. С этой орхидеей мы вопрос с вами решили. Что же касается у этой орхидеи, которой нижние листья мы уже не восстановим из-за некроза тканей, почему она теряет тургор листьев, почему эта орхидея вянет? Проверяем корни. Как я вам там показала, все было хорошо. А смотрите, какая ситуация. У нас погнила часть корней. Да, есть хорошие корни, но их явно недостаточно. Вот хорошие корни нарастают, явно новые. Их недостаточно, чтобы питать эту орхидею. У орхидеи, значит, плохо просыхал грунт. Хотя не поливать, кстати, до этого у меня вместе. Что же здесь? Если мы с вами польем эту орхидею, мы просто добьем. Потому что корни не успевают перерабатывать уже ту влагу, которую я даю этой орхидее. Уже будет перелив. Здесь мы орхидею с вами не спешим поливать. Совершенно не спешим. Ждем, когда полностью просыхает этот грунт. И поддерживаем в это время ее влагой по листу. Вот таким образом. И эту орхидею с вами попрыскиваем хорошенечко. И эту орхидею. Причем самое важное, когда вы опрыскиваете свои орхидеи, опрыскивайте их и сверху листа. И что еще важнее, опрыскивать орхидеи все-таки снизу листика. Вот так, с одной стороны. С обратной стороны тоже мы с вами опрыскиваем орхидею. Тоже касается и этой орхидеи. И еще вот в этом случае, чтобы листья восстановили тургор и держали форму после этого, мы поставим с вами дополнительно держатель для цветоноса, который придаст форму этим листикам. Единственное, вот я увидела, что идет корень вот так сверху, поэтому чтобы не попасть не так. Вижу, и там корни у меня идут. Сейчас аккуратненько, значит, не глубоко совершенно я поставлю вот этот держатель для цветоноса, чтобы не повредить листья и корни. И вот таким образом, видите, листья очень такие тоненькие. Это сортовая орхидея, тайваньская. Вот. Смотрите, как красиво я придала форму этим листочкам. Они восстановятся, после чего я уберу, а орхидею выровняем очень легко. Знаете, как выравнивать такие орхидеи? Подшейка, значит, где-то не хватает просто коры. Вот с этой стороны я подложу, и орхидея у меня замечательно восстановится и станет расти ровно. Это ничего совершенно страшного. Здесь пока поддерживаем влагу по листу, помогаем орхидее, чтобы не произошел уже некроз вот этих тканей. И в это время наращиваем просто новые корни. Конечно, как вариант, можно ее достать из этого горшка, пересадить в горшочек поменьше, либо даже в этот же, но почистить корни, убрать старые корни. По моему опыту, уже не единожды я просто оставляла орхидею вот так расти. Если видела, что
корни все же есть, корни в стадии роста, не буду я их дергать, потому что они могут закуклиться. Вот эти уже корни могут перестать расти. Видите, корень в стадии роста. Орхидея начнет опять осваивать новый горшок, тратить на это силы, и на самом деле мы усугубим ситуацию. Станет все еще намного хуже. Чищу, как я, грунт вот от этих старых корней, да, от разложения старых корней, триходермой полить эту орхидею. Все, она начнет работать, очистит грунт, обеззаразит вот этот грунт, это такой природный антибиотик, и ничем нам старые корни здесь вредить не будут. А так, наша самая главная цель сейчас – это нарастить достаточное количество новых корней. Пока не нарастим, с тургором мы здесь, конечно, будем с вами играть. Его мы с вами будем еще восстанавливать. Опрыскиваем несколько раз в день. Один раз в 2 недели можно также опрыскивать эту орхидею янтарной кислотой. Ну и вы знаете, что я сейчас запустила для себя обработку орхидей с помощью имбиря. Раз в 7 дней провожу опрыскивание. Там я вам уже показала, какие орхидеи я опрыскиваю. Один раз я уже делала обработку, вот через несколько дней будет вторая обработка. Я думаю, что в эту же группу орхидей я подключу и вот эту орхидею с таким тургором. Почему так произошло? Самый главный вопрос. От чего же это произошло? Где-то орхидея начала терять корни. Я это не вовремя заметила. Корней уже было мало. Начали, видите, усыхать листики, и вот эти корни, несмотря на то, что растут новые, они не смогли пропитать и дать влагу вот этим листьям. Часто еще ситуация с потерей тургора листьев у орхидеи происходит сразу после пересадки орхидеи. Если мы пересаживаем орхидею, у нее недостаточно корней, орхидея тоже может вот эти листики уложить, потерять форму, то есть оставить без тургора, потому что корни начинают у нас осваивать новый грунт, и сил уже питать листья у малого количества корней просто нет. Я вам рассказывала уже, когда лучше всего пересаживать орхидеи. И, конечно, чаще всего, если там орхидея либо мы видим гниющие корни, первая у нас реакция – достать с горшка, все плохое убрать и обратно посадить. Но уже не единожды видела, что этим мы только ослабляем орхидеи. И потом уже вот эти орхидеи не имеют сил пойти в рост. Все-таки не дергать орхидею тоже вариант, причем очень хороший, проверенный. Покажу вам обязательно через некоторое время результат. Но сразу, как я вам сказала, так как есть некроз, вот такой, вот эти листья мы с вами полностью, посмотрите, все, вот видите здесь уже, мы их, к сожалению, не восстановим. Восстановить можно только вот такие листики, которые лежат, не имеют тургора, но некроза ткани нет. Либо, если есть, то он, ну, здесь уже тоже, знаете, вот по краю это нормально, а вот у самого основания, к сожалению, произошел некроз тканей. И так как он произошел из точки питания, вот здесь капиллярчики, все у нас уже подсохло, то, скорее всего, и вот этот лист до конца он подсохнет. Это просто уже вопрос времени. На данный момент это не произошло. Наверное, когда я вам буду показывать результат, то, скорее всего, напомните показать, я вам уже покажу, что там, к сожалению, тоже орхидея подсохла. Вот видите, тоже идет от точки роста уже подсыхание, а дальше пока лист нормальный. Причем я помню, что это за орхидея. Это детка, которую я отделила от ствола материнского растения. Орхидея была не моя, я ее омолаживала там и отсоединяла детку. Вот детка осталась мне, а основное растение уже давно возвращено. Точно, это была детка, потому что вот был еще закручен вот этот листик очень сильно. Оставлю вам ссылочку на предыдущее видео, кому актуальна информация, как отсоединить детку от ствола орхидеи, как омолодить орхидею. Все было в том видео. И эта орхидея, получается, у меня, ну, не год, конечно, меньше года. Видите, она сразу пересадилась, пошла замечательно в рост. Подозреваю, что вот эти листики, наверное, уже у меня наросли. Надо посмотреть предыдущее видео, как там обстояли дела, почему вот это произошла ситуация. И вот, пожалуйста, вам 2 орхидеи стоят рядышком одновременно, поливаются, получают одинаковое количество света. Почему так происходит? Я этот, кстати, вопрос задавала и работникам ботанического сада. На что они мне ответили, что очень большую роль играет иммунитет растения. Ведь могут стоять 2 орхидеи рядом, а на одну орхидею постоянно будут всякие вредители нападать, а вторая орхидея никак от этого страдать не будет. Почему? Потому что иммунитет второй орхидеи справляется, а иммунитет первой орхидеи, если он ослаблен изначально, то, к сожалению, эти орхидеи более склонны где-то к заболеваниям, к тому, что их едят вредители, они от этого больше страдают. Я с этим полностью согласна. По моим наблюдениям точно так же. И от вас часто получаю такие сообщения, что стоят все орхидеи одинаково в одном месте. Там все орхидеи хорошие, а одна постоянно у вас уходит в стадию реанимации. Да, к сожалению, и такое тоже бывает. Знаю такую теорию, что кто-то не живет орхидеей и сразу их просто выбрасывает. Мою теорию вы знаете, я всегда занимаюсь спасением. Мне интересно из нуля
И из плохого состояния вытянуть орхидею и увидеть хороший результат. Поэтому на моем канале есть очень много видео до и после. Ссылочку вот на омоложение и отсоединение детки от ствола орхидеи я вам сейчас оставлю. Обязательно перейдите, посмотрите. Ну а всем желаю хорошего дня. Пока-пока.